Привет, мои дорогие девочки. У нас сейчас мы делаем быстрые расклады, пытаемся, как и когда решится эта проблема. У нас здесь будет 5 вариантов, 5 карт Таро, и давайте посмотрим, как и когда решится какая-то ваша проблема. Вы решите ее, либо какие-то подсказки будут, как ее решить. И поэтому у нас 5 вариантов. То есть пути вперед, назад, влево, вправо и один какой-то волшебный путь. А какой волшебный путь или какой вы хотите, вы можете загадать сами и посмотреть, как и когда решится какая-то определенная проблема в вашей жизни. Но я вам предлагаю такое интересный сделать расклад. Вы можете загадать какое-то определенное направление. Например, у вас есть одна нерешенная проблема, и вы можете загадать на каждый вариант на 5 вариантов, да, если на 2 варианта, на 3, посмотреть, как она будет у вас решаться. Этим способом решится моя проблема, вот этот вариант. А этим способом решится моя проблема, этот вариант. А этим способом решится моя проблема, что будет, да? То есть вы можете посмотреть вот такой вот огромный перекресток, по какому вы пути пойдете, и какой путь для этого будет лучший. Ну и давайте посмотрим, как и когда решится эта проблема. Первый вариант, как и когда решится эта проблема. Второй вариант, как и когда решится ваша проблема. Третий вариант, как и когда решится ваша проблема. Четвертый вариант. И давайте подвинем еще карты. И пятый выложим вариант. Как и когда решится эта проблема. Вот, 5 вариантов. Вы можете посмотреть. Вот сейчас время, девочки, есть. И посмотреть либо один вариант, да, либо, девочки, несколько загадать и посмотреть, а что будет, если я так решу проблему, что будет, если я так буду пытаться, что будет, если я это буду делать, что я буду делать. Ну, короче, свои варианты здесь разложить, поэтому здесь их 5. Если вам нужно время, вы можете просто нажать на паузу и загадать. Подумать вот так вот для себя, вот чуть ли не помедитировать на каждую карту. Так, я вот так хочу. А если я сделаю это? А если я пойду туда-то? А если я к этому обращусь, да? Когда это? А что будет, если я быстро буду решать эту проблему? Что будет, если долго я буду решать? Что будет, если я ее отложу вообще? Ну, то есть по-разному можете загадать вот этих 5 карт. И давайте будем смотреть. Что тогда и будет, правда, мои дорогие? А я зажгу тут свечечку и буду двигать ее, когда будет начинаться каждый другой вариант. Ну что, поехали? Первый вариант, девочки. Как и когда решится эта проблема? Первый вариант. Она, девочки, выпала 13-м старшим арканом. Это даже не то, что проблема. Это, девочки, какая-то вот, знаете, такой вот опыт жизненный, который вот вам выпал для того, чтобы вы его пережили. То есть это не просто так вам дано. Оно к этому шло. Это вот как-то, знаете, вот отпечатывалось в вашей вот жизненной программе. Вот это. И вы пришли к этому, и это даже не проблема. Это, девочки, не проблема. Это именно то, что вы должны вот прям пережить, понимаете? Пережить, принять это, что оно есть, что оно в вашей жизни присутствует, этой проблемы нет у кого-то, у другого. А почему эта проблема пришла это к вам? Вот это вот самый главный вопрос, который надо переварить в себе, принять вот эту проблему и научиться вот с этим как-то жить, и не то, что ее решить. Я бы сказала, что эту проблему вот прям невозможно назвать проблемой, и невозможно ее так сразу и решить, да. Это не говорит о том, что нет, вы ее не решите, эту проблему. Это, девочки, не проблема, это принятие себя в этих новых обстоятельствах. И надо научиться жить счастливо и хорошо в этих обстоятельствах, которые сложились. Ну, давайте еще посмотрим, как и когда решится эта проблема. Решится ли она сама? Она решится для вас хорошо.
Вот, если честно, я вот даже переживала, какая следующая карта за это 13 старшим арканом выпадет. Но переживать не за что, потому что пятерка кубков вам выпала. Это, девочки, хорошая карта. Это говорит о том, что вот вы потом не будете относиться к этому как к своей проблеме, с которой надо научиться жить, которая будет невыносимая вас терзать. Нет, девочки, эта проблема решаема в течение вот этого года. Я вам так скажу, уже вот в феврале 26 года, или даже если вы вдруг попадется это гадание вам в каком-то вот в другом году, допустим, значит, через год, вот примерно через год, даже, я бы сказала, ну, почти не доходя года, то есть не будет полного года, будет немножко меньше, там, 9, 8 месяцев, 11 месяцев до конца того, как разрешится эта проблема. Вы будете чувствовать большое облегчение, потому что вот этой тяжбы на ваших плечах совершенно не будет. Понимаете? Давайте еще глянем, как и когда решится эта проблема. Эту проблему решит какой-то мужчина. Эту проблему решит любовь. У вас будет сердце наполнено, вот еще пятерка кубков и король кубков. Ваше сердце будет наполнено любовью. И решит эту проблему именно любимый ваш мужчина, любимый человек. Это может решить проблему ваш любимый человек в плане мужчины, мужа. Это может быть, девочки, ваш родственник, брат, сват, отец может решить, да. То есть вот тот человек, который любит вас и которого любите вы. Безмерной, хорошей, настоящей такой любовью. Поэтому вот первый вариант, он вроде бы и такой, знаете, жуткий, тяжелый, тяжело проходимый, тяжело его обдумывать, тяжело переваривать, сердце тяжело стучится, скажем так. Но это все решаемо, и придет вам подмога. Не будет этой проблемы. Эта проблема уйдет, мои дорогие. И когда? Вот в течение года. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, как и когда решится эта проблема. Десятка хазардов. Эта проблема сейчас на данный момент нерешаема. Тут получается, знаете, каждый хочет урвать чего-то своего. Или вообще никто не думает о том, что вам надо, вы не думаете о том, что надо кому-то другому. Короче, полная какая-то прострация. Возможно, где-то она может читаться как безысходность или что делать и все остальное. Она во времени так очень сильно растянута, но это какая-то дымка. Я бы не сказала, что это вот прям, знаете, то, что вот какой-то черной полосой стоит в вашей жизни. Нет, это просто вот то, что не дает вам ощутить счастье бытия, скажем так. Ну, давайте еще посмотрим, когда решится эта ваша проблема. Решится, девочки, она решаема деньгами. И люди, короче, появляется два короля. Король костяной и король риска, король хазардов. И колесница выпала. Это, девочки, смотрите, проблема такая. Она решаема двумя людьми. В этой проблеме, получается, один получит, другой потеряет. Да? То есть, если это связано с мужчинами, это может быть, вот, один уйдет, другой придет. Один получит, другой потеряет. Да? Это переливаемый какой-то кубок. Дальше. Если, ну, мы в общем и кратко смотрим, но все же, да, как быстро решиться? Не быстро, девочки, не быстро. То тут, получается, это будет дележка священной вот этой вот коровы, да, дележка либо наследства, либо денег каких-то, либо бизнеса, либо вас, либо вы будете делить кого-то с кем-то, да, и это надолго. Тут она как бы нерешаема. Нерешаемо, девочки, вот это вот как-то проблема до конца, понимаете? Все время вот кому-то что-то, вот все какие-то недовольные будут. А как ей сделать, чтобы ее решить, эту проблему? Вы, императрица, выпала. Только вы, девочки, можете решить эту проблему. Больше никто. Ни на кого не надо надеяться. И вы можете решить эту проблему с помощью денег, с помощью какой-то тайны, с помощью секрета. И притворяясь, солнце, паж костей.
Короче, девочки, знаете, когда вы решите эту проблему? Когда у вас будет больше денег. Вам сейчас надо, как говорится, вдарить в работу, окунуться в работу, в карьеру, в бизнес, в карьерную лестницу, очень такими щепетильными в работе быть. Щепетильными, меркантильными и все остальное. Это вам очень сильно поможет. Чего, что бы вы тут не загадывали, если вы вот придете без денег, скажем так, решать эту работу, и не прочно, хорошо стоя на ногах, вы ее не решите. Вы если вот, допустим, даже если вы здесь загадали, что вы хотите побольше денег, вот и я там в нищете и все остальное, только работой, такой вот, знаете, каким-то таким трудом, скажем так, глобальным и долгим, да. Вот вода камень точит. Это вот, это история про это. Если вы будете кидаться кому-то за помощью, вот всем на самом деле, на эту вашу проблему всем все равно, девочки, вот по факту. Вы стоите перед этой проблемой наедине с собой. И если вы будете к кому-то обращаться, вот все как горящее пламя, вас будут уголек перекидывать с рук в руки и все остальное. Поэтому вот здесь надо прям полностью уделить внимание самой себе, своим желаниям и в одиночку, никому ничего не говоря, держа язык за зубами, занимаясь своими делами. И, возможно, где-то, смотрите, императрицу просят: притворяйся, притворяйся кем-то, вживайся в какие-то роли, какие-то новые для себя, ничего не бойся. Главное, вот особо на людей не надейся, потому что те, на которых ты будешь надеяться, они будут видеть свои какие-то интересы и преследовать их, а не твои. Понимаешь? Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, как и когда решится эта проблема. Десятка мечей, девочки, выпали. Тут вот такой же вариант, как второй, да, то есть не очень они. И вот по десятке мечей вот эта вот проблема сама по себе не решится. Как и вообще, как бы, знаете, я бы сказала, что лучше бы в эту проблему не лезть, не считать ее как-то вот к себе ближе и все остальное. Давайте дальше посмотрим вот все-таки ее, как и когда решится эта проблема. Это не ваша проблема. Это не ваша проблема. На вас эту проблему повесили. Повесил какой-то паш мечей выпал. Но это, я бы не сказала, что прям мужчина. Ну, кто-то, знаете, не очень хороший человек, короче, да. Он решил вас втянуть в эту не очень хорошую историю. Это какие-то неприятности, девочки, по-любому здесь, да, вот именно неприятности. И с вас как будто хотят что-то вытянуть, что-то поиметь. Ну и поимеют, девочки. Тут выпадает так. Если вы тут, как мы загадывали с вами в начале, вот если кто-то из вас, девочки, не слушал, да, начало расклада, я говорила, что можно, например, загадать такие варианты, вот что сделаю, если я так ну, поведу себя, так поведу, так поведу. Ну вот слева два варианта открыты, можете загадать те, что закрыты. А что будет делать, если я так и так сделаю, да, или вот так поведу себя, так поведу, чтобы вы могли погадать по-другому. Но это ситуация, когда с вас что-то вытягивают, и это будет вытянуто, да. Это как какие-то штрафы, какие-то долги, закрытие кредитов каких-то, вот, ну, короче, как будто с вас что-то хотят урвать, то, что хотят урвать, это уже у них в руках, а не у вас, да. И вернуть это практически, ну, невозможно. Давайте еще посмотрим, как решится эта проблема. Знаете, из положительного, что выпало, да? Вот в этом моменте не будет такого хорошего положительного эффекта от решения этой проблемы. Вот какой-то, ну вот что-то от вас, как говорится, заберут, что-то вы потеряете. Но так как выпало здесь десятка мечей, смотрите, что дальше выпадает. Здесь мы смотрим на будущее. А в будущем то, что у вас забрали, десятка костей, то вам вернется.
Десятка мечей отбирают, а десятка костей вам вернут. Туз кубковый точно вернут. Девятка кубков, и вы еще не знаете от кого, но это придет от каких-то других людей. То есть то, что вы сейчас в этом, как говорится, бою потеряете, да, почти то же самое вы обретете потом. Вам все воздастся. Но потом. Вот такие вот дела. А насчет как и когда решится эта проблема, мы говорим, что она не решится, но, девочки, это все вот в течение даже нескольких месяцев у вас произойдет, да. То, что у вас отобрали, вот, допустим, сейчас отберут вообще, да, ну, в ближайшее время, например, через ближайшие месяца 3, значит, 3 плюс еще 3 добавьте, и вот через полгода вам придет то, что у вас отобрали. Понимаете? В течение недели отберут, значит, вот через неделя плюс неделя добавляйте на то, чтобы восстановить это, и вам что-то вот такое назад вернется. Оно может немного в другом эквиваленте прийти, но если это в денежном, то практически так же и вернется. Так что не переживайте. Там взяли, там упало, тут пропало, а там взяли и там подарили, понимаете? Так что все будет. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим, как и когда решится эта проблема. Отшельник выпал, девочки. Это не очень что-то хорошее такое, да. Тут больше похоже на болезнь, на упаднические настроения, на упаднический дух ваш, похоже. Это похоже на какую-то вот такую темную полосу, черную. Ну, я бы не сказала, что она прям черная, но это такая вот полоса, когда вот, знаете, бывают такие периоды, то проблем никаких нету, то, блин, все навалилось, да. Вот сейчас вот тот момент, когда вот всякая вот эта вот в жизни происходящая чепухня происходит, блин, в это время, ё-моё. И вот, знаете, вот просто сейчас вы в этом времени. Время обнуляться. Смотрите, девочки, что вам выпадает, да. Ушел ли от вас мужчина? Разбилась ли машина? Там, потеряли ли деньги там или еще что-то? Смотрите, это надо пережить. И вот эти проблемы, это не совсем проблемы. Это время вашего обнуления, да. То есть вот как часы идут, 12 и такой бом, 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 12 раз бьют куранты. Так вот, девочки, это как раз ваши 12 раз бьют куранты. И это такое вот время, когда начинается какая-то новая жизнь. Вас как специально обнуляют этой проблемой для того, чтобы вы начали новую жизнь. И дальше идет туз кубков, который говорит о том, что новая жизнь начнется. А когда она начнется, это новая жизнь? Когда это все? Вот мне хотелось сказать число 11, да, оно и будет, девочки, 11 числа где-то, да. И смотрите, еще десятка костей выпала. Э, у- а, 11 может быть 11 марта, у кого-то 11 апреля, у кого-то 11 мая. Но это вот в самое ближайшее время, да. На 11 все остановится. Кстати, я вот говорила про часы, 12 часов, а оказывается, вот когда становится, это будет 11. Это обнуление. Вот эта проблема вам дана для того, чтобы начать новую жизнь. Вот это даже не проблема, ее нельзя ощущать, вот это ваше состояние, как это проблема, которую невозможно решить, или вы что-то должны решать. Нет, девочки, это не проблема, это вот момент обнуления. Вот, или, как говорится, дно, да. Для того, чтобы подпрыгнуть вверх, взлететь, мы должны от чего-то оттолкнуться. И вам это дано дно для того, чтобы вы оттолкнулись и взлетели, пошли, всплыли, понимаете? Вот это вот так вот идет, а не просто дно, на которое вы упали, на котором вы илом покроетесь и будете как Титаник лежать. Нет, это для того, чтобы вы взлетели. А взлетели почему? Легкость. Ноль. Ничего на плечах нету. Вы взлетите, вот без этого всего и полетите, девочки. Так что это просто обнуление такое. Да, я не скажу, что что-то тут легкое и не надо. Ой, успокойся, не волнуйся. Нет. Ты волнуйся и успокойся. Ты почувствуй это дно двумя ногами. Блин, и подумай, блин, ну нифига ж себе я попала в эту фигню, влипла в это все. Нафига оно мне вообще? Почему я? Почему я?
А потом оно, вот осознание, наша психика, она такая, наша душа, она всегда ищет, как из этого всего выбраться. И вот это твое дно, от которого ты должна оттолкнуться и взлететь. Понимаешь? Вот оно тебе для этого должно. Как тебе должна запертая дверь для того, чтобы ты ее открыла, ё-моё, ключами. Понимаешь? А если бы тут не было бы двери, то это был бы проход бы для всех. Понимаешь? А еще проход для всех, и еще такая, знаешь, эскалатор вверх, как в супермаркетах. И что? Это твоя судьба? Эскалатор в супермаркете. Это не твоя судьба. И люди эти прохожие, которые вместе с тобой, как говорится, пердят на этом эскалаторе, это не твоя судьба. Да? А твоя судьба — это вот прочувствовать дно, почувствовать эти закрытые двери, чтобы их открыть, и дно, от которого оттолкнуться. Понимаешь? Лебедь белая ты. Вот такие вот дела. Решится в ближайшие 3 месяца. Вот это твоя проблема. И давайте посмотрим пятый вариант. Как и когда решится твоя проблема? Да что ж такое-то? Шестерка хазардов. Никто не хочет решать эту твою проблему. Это не проблема, на самом деле. В тебе сейчас говорит тревожность и страхи. Страхи и тревожность. И ты вот топчешься на месте, но это страхи и тревога. То есть, если убрать страхи и тревоги, то проблема перестанет существовать. А знаете, как легко, девочки, решить эту проблему? Во-первых, это да, кому-то интересны там коучи, тренинги, кому-то нужен психолог. А знаете, девочки, существуют в аптеке продаются успокоины, там какие-нибудь седативные препаратики, противотревожные препараты. Купили, попробовали, и вы вот этим всем решите свои проблемы. Кому-то чай травяной надо, да, а, можно магию, но тут тревожность идет. То есть, если уже изгонять, чтобы кто-то делал это без, который не находится в тревожном состоянии, потому что у вас такая вибра тревоги и страха идет. Это надо убрать либо какими-нибудь медицинскими такими препаратами, можно без рецепта. Кому-то, может быть, с рецептом нужно будет, девочки. Не бойтесь этого. Вот сейчас очень много тревоги и страха у людей. Очень много накопилось. А мы живем среди людей, и мы считываем, мы эмпаты, да, и много, и может быть вы вот это вот все волну этой эмпатии подцепили, и вам кажется, что в вашей жизни все так как-то непонятно, да, а на самом деле нет. Тут, если убрать с вас тревогу и страх, то вы прям увидите и убрать вот эти вот переживания, и вас спросить без переживаний про эту проблему, то вы скажете: "Пф, да это даже не проблема для меня". Давайте еще посмотрим, как и когда решится эта проблема. Девятка кубков. Да, смотрите, девочки. Шестерка, девятка, шестерка. Ну, практически 666. Да, это про что знак? Это не проблема. Совершенно не проблема. Просто вместо 666 выпало 696. Да? То есть ваши страхи, тревоги, они переворачивают и делают эту ситуацию неясной. Если перевернуть шестерку, перевернуть свое отношение к этому всему, все станет очень легко и на свои места. Вы можете мне сказать: да, легко сказать, легко так погадать в интернете. Да, девочки, я прекрасно знаю, что такое, когда вот относишься к проблеме как-то вот так вот не так, да. Но я знаю такие вот, мне, например, знаете, помогает адаптол. Вот я знаю одного мужчину, вот он говорит: "Мне вот это не надо ничего, противотревожное, мне надо это вот, успокаивающее седатив". Он выспится, и у него нет никаких проблем. Как только он на работе зашивается, не высыпается, он в панике, вот понимаете: "Погадай мне, сделай мне то, сделай мне это". Я вот чувствую, я умираю, понимаете? Как только вот он выспится, высыпается, раньше ложится, из-за того, что вот, ну, короче, надо ему эти седативные препараты, он выпил, все, проблем нету. И вот раза 3-4 вот он так делает, высыпается, все, у него ничего нету проблем. Ну, просто у него такая вот психика сама по себе, что потом, когда опять не высыпаешься, забываешь обо всем, опять эти как бы проблемы налетают, да. У вас то же самое. Вот и все. А давайте посмотрим, как она решится, эта проблема.
Повешенный, суд, восьмерка костей, паш мечей. Э, так, король мечей, сила. А вы в курсе, что вам не дают и двойка мечей выпала? Вам не дают расправить крылья. А знаете, кто не дает расправить крылья? Какой-то мужчина из вашего окружения. Я бы даже сказала, это враг. Знаете, что бы я бы вам посоветовала? Попить успокаивающее, реально вот для себя подобрать их, и вам к этому, это не смешно, это не шутки, к этому надо серьезно относиться, подобрать что-то вот именно для себя. Вы не знаете, что подбирать, можно сходить к какому-нибудь этому психотерапевту, да, который занимается еще и выпиской этой. Он посоветует, он может и выписывать рецепт, а может и не выписывать. Вы можете так вот сказать, что у вас там сердцебиение там или еще что-то от какой-то проблемы, которая во мне сидит. Не обязательно про нее говорить, да. Но смотрите, в вашем окружении есть не очень хороший человек, и это мужчина, который не желает вам добра. Возможно, это какой-то вампир или абьюзер, девочки. Вампир это тот же самый абьюзер, только именно который относится к тому, к жизненной энергии, который пьет с вас соки. Удалите вот этого абьюзера, врага. Возможно, сделайте какие-то ритуалы против врага. И вам, если вам становится лучше, дальше попили этих успокаивающих, поделали сами для себя. Вот только мы делаем ритуалы против врагов, девочки, не в состоянии тревоги и страха, когда это изматывает очень сильно. Мы сначала успокаиваемся, приводим психику в нормальное более-менее состояние, и потом с чистым умом, с знанием, с ясностью ума мы делаем вот эти вот ритуалы. Понимаете? И вы увидите разницу, как делается ритуал, когда вы сильно обеспокоены чем-то, и когда вы более-менее в таком вот состоянии, в спокойном. Как это все отличается, причем очень серьезно. Вот такие вот дела. Так что на ваш вопрос, как и когда решится эта проблема, девочки, да, ответ такой вот. Пьем сначала по шестерке хазардов, убираем страх и тревогу, его надо просто убрать, страх и тревогу. Самый быстрый эффект это с помощью медицины, потому что это уже на теле сидит, понимаете, дрожь, это, волнение это, оно на теле, животик может вам побаливать, все остальное. Седативные, успокаивающие, противотревожные, витамины калий, магний, витамины группы В очень сильно тоже на это все влияют. Можно у врачей поуточнять, они вам с удовольствием тоже попрописывают всего этого. Сейчас очень много вот этого людей в тревогах, очень много. И вы тоже в этой тревожности. И фишка в том, что тут выпадает, что у вас нет проблемы, у вас есть отношение, хреновое отношение к этому, к этой ситуации. И если бы вы были бы более сильный, не тревожный, не испуганный, не под страхом человека, вы бы эту как семечку, как орех щелкнули эту проблему, понимаете? А вы ее не щелкаете, вы боитесь этого ореха. Вот и все, мои дорогие. Успокаивающее, самое главное вообще перед всем, понимаете? Главное его так качественно подобрать для себя. Только это, девочки, не алкоголь. Алкоголь ничего вам не решит, он вас не расслабит. И это не какие-то такие м, непонятки. Ничего такого вредного не используем, девочки. Не кидаемся. Потому что шестерка хазардов, это как шестерки и девятки, они немного, знаете, опасные, что они могут переворачиваться. То есть, если вы здесь начнете бухать, грубо говоря, там, или еще что-нибудь такое плохое употреблять, да, ни к чему хорошему это не приведет. Ни к чему. Усугубит только. Тут надо, наоборот, вот так вот успокаиваться добротно, чтобы вот более здоровым себя чувствовать человеком. Вот такой вот, мои дорогие, пятый вариант. Все, желаю вам, чтобы все стало на свои места, чтобы у вас все было хорошо. Держу за вас пальчики. Пусть у вас все будет хорошо. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.